Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? События ближайших дней. И я не ограничиваю по срокам наш пасьянс, расклад, поскольку у кого-то растягивается, да, по времени, к сожалению, к решению того или иного вопроса. У кого-то за пару дней все быстро решается. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. Я всегда говорю, давайте будем реалистами. Ну, наверное, попробуйте вот то, что вас сейчас беспокоит, переложить на метафору карт или тех значений, которые нам расскажут, раскроют карты пасьянса. И я думаю, подсказки определенно будут. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И я думаю, представители вашего знака зодиака со мной согласятся. И вы как раз любите перемены, по крайней мере, вы к ним более так позитивно, относитесь. Для вас более страшна, наверное, какая-то рутина, а элемент новизны, он всегда манит, завораживает. Ну, хотя в этот период времени вам как раз может захотеться стабильности. Вот это правда. Вот такие метаморфозы могут быть. Это вы можете даже что-то возвращать или наоборот обустраивать с таким, ну, с долей, знаете, может быть, даже перфекционизма отчасти. Солнце в Деве по 22 сентября. И вам как раз захочется больше определенности, больше порядка. Может быть, и будете как-то в новом ключе организовывать свою жизнь. Но мы все разные. Итак, идем с вами дальше. Что же там со дня на день для близнецов? Давайте узнаем. Молния– это какое-то быстрое, скорое известие. Внезапное известие, даже так. Это может быть что угодно, как и средство массовой информации или какую-то новость вы получите. Давайте посмотрим, что это еще может быть. А потом дополним картами Таро. У нас сегодня колода Чиромаркетти Таро снов. Слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. Вообще спокойное течение жизни. Ну, смотрите, у вас выпадает свеча. И вроде бы, да, может быть, это как раз то известие, которое вы ждете, да или нет. Нужно куда-то ехать или не нужно? Нужно куда-то отправляться или не поеду? Скорее всего, нет, не нужно. Ну или, может быть, даже если и нужно, то в конечном-то итоге более спокойное течение жизни. Какой-то, может быть, и вопрос решается. Я такое допускаю. Ладно, что нам еще расскажут? Вы о чем-то переживаете. Смотрите, череп. И это не есть какая-то конкретика. Это наше переживание. Решение по какому-то вопросу. Может быть, не все от вас зависит. И вы тут не знаете, как взаимосвязь будет происходить, да? Или к чему все идет, вот можете не знать. Может быть, это вы ожидаете какой-то бумаги. Конкретно нам конверт и с сургучной печатью, может быть, документ, соглашение, контракт брачный или по работе. Но, скорее всего, вы получаете какую-то важную бумагу. Хотя, будем реалистами, опять же, это может быть и СМС, это может быть на имейл, письмо, да, в нашу цифровую эпоху. Выпадает меч. Может быть, это с кем-то ссора, кстати. Все-таки меч– это ссора. Или это было раньше, может быть, да, с кем-то не нашли взаимопонимания. Может быть, и здесь какой-то предстоит такой очень важный разговор. Ну, давайте я посмотрю, что у вас еще совпадает, потому что в нашем пасьянсе мы можем сложить, соединить те карточки, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Что же нам еще подскажут? Ну вот не вижу пока совпадений. Пока с вами говорю, правда, не вижу. Ну, коль так, давайте пойдем с вами дальше и дополним колодой Таро.
Ваше настроение со дня на день, в ближайшие дни, мои дорогие близнецы. Что же там за настроение у близнецов? Ну, как общий фон ближайших дней. Девятка жезлов. Это вы как в обороне. Вы знаете, вот интересно очень значение прописал Чаромаркете в этой карте. Я сделал все, что мог. Ну, или я сделала все, что могла. Такой воин нам показан. Он буквально шлем сложил. Ну, жезл на всякий случай держит в руке. То есть, если нужно, готов обороняться. Но сказать, что вы сами что-то инициируете, или вы сами, ну как, продвигаете какое-то дело, какой-то вопрос, это уже как будто сделано вами. Или уже что-то свершилось, или какое-то действие уже произошло. Может быть, правда, для кого-то период ожидания, хотя нам карты пасьянса не сказали про ожидания. Может быть, что-то действительно, вот как документ или что-то у вас решается достаточно быстро, и молния тоже может об этом говорить. Но, тем не менее, мы где-то берем паузу и осторожные действия. Вы, скорее всего, в ближайшие дни понимаете, если я начну какую-то ситуацию педалировать, я могу себе навредить. Здесь нужно быть определенно осмотрительным. Здесь не время импульсу, вроде как знак стрельца, но в то же время девятка жезлов. Это карта великой мощи, силы в колоде герметического таро. У вас сейчас, ну, как хорошая физическая форма, вы полны сил. Но куда эту силу приложить? Вот это принципиально важный вопрос. Здесь даже, знаете, хаотичные какие-то шаги, они скорее могут навредить. Или я говорила, даже по планетарным транзитам, вам наоборот хочется организовать больше порядка. Кто-то из вас дома будет порядок наводить. Ну, может быть, у кого-то и ремонт. Или какие-то еще решения вопросов. Согласований, кстати. Может быть, и по дому, почему нет? Но тут мы точно никуда не торопимся, не спешим. Ладно, давайте мы узнаем, а что прояснится? Вот тоже интересные карты. Смотрите, пятерка мечей. В этой колоде, и я так думаю, это видно, нам вот как бы пол лица прорисовал, да, а половина лица как будто в тени остается. Вот в складках между светом и тенью есть какой-то у вас вопрос, непроясненный. Может быть, он зависит не совсем от вас, а от других тоже людей. Или взаимодействия с другими людьми. Тут и правда, вы сделали все, что могли. Или какое-то действие уже произошло. Но, может быть, вы теперь зависите от кого-то еще. Или прежде вот сложилась такая зависимость. Может быть, сложилась прежде, все же мы смотрим, что прояснится точнее, да? И буквально прописано человек безжалостный какой-то, у которого нет чувства. Или, может быть, вы столкнулись с такой персоной, которая не просто на своей волне, а когда вы столкнулись с тем, что вы не могли что-то изменить. И это на вас, ну, как-то повлияло. Повлияло и на ваше, может быть, и настроение, или на ход задач вашей жизни. По этой карте, тем не менее, немножко другое значение, нежели пятерка мечей означает во всех остальных колодах Таро. Здесь имеется в виду вот этот вот такой беспристрастно холодный человек нам как будто преподносит какое-то поражение. Ну, часто мы с предательством, со ссорой какой-то, да, или с каким-то даже катаклизмом мы это сравниваем. Но это уже было, это уже случилось. Это не есть вот прямо сейчас, в ближайшие дни. Но это часто ведь и не проходит бесследно. Какое-то время мы должны как будто переосмыслить, о чем нам говорит эта карта. Как будто нужно, как ни странно, смириться. Мы на это не влияем. Мы должны идти дальше. Но для этого необходимо сделать, ну вот, некоторые выводы. Мы, может быть, что-то и потеряли. Вот иногда потеря какая-то, да. Ну, может быть, это связано и с человеком. Я такое могу допустить, потому что меня смотрят люди из разных стран. И тут тысяча, конечно, внешних событий, которые могут складывать для вас, ну, достаточно такую тяжелую обстановку. Может быть, это и материальное что-то. Я тоже допускаю. Но это уже сделано. Мы обратно повернуть эту ситуацию не можем. Поэтому чем быстрее мы сумеем адаптироваться к какой-то ситуации,
которая, ну, не совсем со знаком плюс, тем лучше будет для нас. Мы можем столкнуться даже с людьми, знаете, которые живут, ну, условно, по инстинктам. Нет ни интеллекта, нет ни эмпатии, нет ни сострадания. Поэтому я подносила карту поближе, и у нас изображен маленький, вот маленькая фигурка человека, может быть, вот это не было видно, кстати, обратите внимание, как будто поражение, да, вот даже не видно. И именно вот главный герой, тот, который нанес это поражение. И у него нет эмоций, у него нет вообще, ну, ему не свойственна ни доброта, ни душевность. Вот с чем-то подобным мы могли столкнуться. И мы чувствуем, что да, вот против этой силы мы не можем идти. Или какой-то вопрос не в вашей власти. Что это такое вообще, интересно знать. Давайте-ка проясним. Неожиданно, мои дорогие. Я хочу сразу оговориться, допускаю, что, ну, может быть, это у кого-то прежняя, ну, конфронтация с каким-то конкретным человеком, а может быть, у кого-то вообще не совпадет. Просто это вы, словно какую-то персону или персонажа, скорее, вычеркните из своей жизни. Вот я это тоже могу допустить. А может быть, прежде были большие надежды. Так что такое пятерка мечей? Ну, как будто к будущему нужно адаптироваться. И смотрите, один из символов Меркурия — корабль. Ну, какой-то вопрос, он как будто бы вот-вот уже решится, и вы можете смотреть в будущее. Но, может быть, это вы где-то не представляете себя в будущем. Может быть, это и вопросы работы. Кто-то меняет работу, да. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. Ну, вот, может быть, такая сложная задача. Может быть, это еще и связано с перемещением конкретно. Вам нужно куда-то отправиться. Или, возможно, придется. Может быть, и вы бы и не хотели, да, ехать. Ну, кто тут знает, тут по-разному может быть. Или когда есть какие-то препоны для того, чтобы или к вам кто-то приехал, или вы куда-то отправились. Но у кого-то может проигрываться именно какая-то либо встреча, либо переезд, может быть так. Или я допускаю такое для кого-то, как смена места жительства может быть и вынужденная. И, может быть, это не совсем новая тема, как нам сказали. Вы уже, в принципе, об этом знали, какие-то варианты проигрывали. Но теперь вы уже в будущее. Вот, видимо, какой-то период адаптации. Да, ты сделал все, что мог. Вот прими, даже если, ну, есть какой-то факт в твоей жизни, который ты, ну, ты не властен, не можешь изменить. Не разрушай себя. Смотри теперь в будущее. Давайте мы узнаем по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то согласование по документам, у кого-то обучение. Итак, что для близнецов? Ну, какое-то взаимодействие, тем не менее, есть. И стабилизация какая-то все-таки есть. Ну, действительно, вы сделали все, что могли. Но карта двойка пентаклей, двойка монет говорит все-таки о спонтанности. Значит, могут еще приходить действительно какие-то новости, какие-то детали, когда вам нужно быстро собраться, подпоясаться, куда-то поехать. Будь легок на подъем. Об этом карта тоже говорит. Но также может быть по делам есть еще неразрешимые вопросы. Вот я только об этом говорила. Они не потому, что никогда не разрешатся, а потому что двойственная какая-то ситуация. И для вас, наверное, ну не в ближайшие дни, мои дорогие близнецы, но вот пока все расставить по местам. Нам придется словно пытаться усидеть на двух стульях. С чем это связано? Ну, правда, я уж не знаю, у кого там что произошло. Я надеюсь, что у большинства из вас полный порядок. Но по тройке мечей это правда, это какое-то поражение. И это не новая ситуация. И, кстати, по тройке мечей эта ситуация закончилась уже давно. Может быть, это какой-то такой путь проб, ошибок вы уже тоже прошли не единожды. Но нам теперь о чем говорят? Мы теперь, ну, как в момент выздоровления находимся. Но пока мы эту ситуацию эмоционально воспринимаем, мы ее не можем оставить в прошлом. Выздоровление только наступает, когда ситуацию мы оставили только лишь как свершившийся факт. Но заново уже то, что произошло,
мы изменить не можем. И поэтому разрушать себя изнутри совершенно точно не нужно. Тут идти по ситуации, скорее всего, это вам будет помогать, нежели, ну, может быть, и пытаться заново как что-то изменить. Понимаете, вот это разбитое сердце, ну, это когда мы думали, что оно будет так, а оно вышло как-то иначе. Может быть, это мы так свои желания проецировали, да, или предположения на других людей. Ну, или была надежда на авось, может, у кого-то буквально и так. Но в итоге не получилось, как-то не срослось, и мы негодуем. Ну, где-то и внутри-то нас тоже душа болит, мои дорогие. Не случайно, как будто наша дева прекрасная плачет. Но, видимо, какой-то такой не самый приятный опыт. Мне хочется достать карту совет. А что вам делать? Вот все, что на дела, у кого тут что. Будьте оптимистом. Вы, мои дорогие близнецы, оптимисты. Тут вам, как высшие силы, все равно помогают. Вы счастливчики. Значит, я допускаю, что у кого-то разная степень вот тяжести, да, как и пятерка мечей, так и тройка мечей. А ведь по шестерке монет помощь высших сил, помощь ангелов-хранителей. Ну, какая-то, знаете, вот верьте в то, что для вас все равно даже какое-то минусовое дело все равно закончится с наибольшим плюсом, ну, насколько это возможно. Будьте реалистами, конечно. Но здесь явно присутствует элемент везения какой-то, я бы даже так сказала. Или когда вы можете решить какой-то вопрос посредством денег. Может быть, когда кому-то нужно выйти из патовой ситуации и совершить какой-то платеж. Тогда в вашем окружении вы найдете людей, которые вам, ну, как субсидируют деньги или одолжат, может быть, на какое-то время. Всегда помощь приходит. И, кстати, это могут быть те люди, на которых вы не рассчитывали. Кто-то придет на помощь. Но вы не одни, понимаете? Поэтому, наверное, в наше сложное время самое главное. Ладно, давайте мы узнаем. Личная жизнь. Что в личной жизни для близнецов? И тут семерка мечей. Карта вора, воришка, буквально крадется. Карта обмана, карта хитрости. Может быть, это вы чувствуете, что с вами кто-то хитрит. Может быть, это в личной жизни. И не обязательно, что это вот, ну, как любимый человек, да. Может быть, это, ну, кто-то из вашего окружения, кому вы доверились. А тут какая-то двойная игра. По семерке мечей всегда двойная игра ведется. И мы должны быть очень аккуратны. Здесь, знаете, как в личной жизни, тут тоже доверяй, но проверяй. Или смотри в оба, потому что говорить могут люди одно, а делать совершенно другое. Я не могу сказать, что мы тут, знаете, благодушествовать вот по всем картам можем. И вообще интересно, я буду благодарна вашим комментариям, что же это за ситуация, ну, у кого где-то резонирует, напишите, правда. Потому что я ж не вижу, я вижу только карты и читаю их энергетику, но по семерке мечей это в отношении нас какая-то хитрость, ловкость, ну, где-то наглость, может быть и так. Ну и, конечно, нечестность, безусловно. Поэтому, может быть, вот почему-то на личную жизнь. Может быть, кто-то столкнулся даже напрямую, да, вот я говорила, тут в Пентакле выпадают или монеты. И, может быть, это какая-то утеря денег, может быть, и так. Или вы какой-то ляпсус совершили, что-то не то купили, может быть, банально так. Или кому-то помогали, а тут вам черной неблагодарностью кто-то отплатил. Давайте узнаем, это что такое вообще? Это о чем? Семерка, вот смотрите, на вас как семерка жезлов, так и семерка мечей. Все семерки это, с одной стороны, активность со стороны и путаница. Активность в виде людей, вот здесь хитрость, да, но это со стороны другого человека, а это группа людей, которые пытаются на нас воздействовать, чтобы мы с чем-то согласились. А мы не торопимся, мы должны не торопиться в этой карте, сразу совет. Сохраняй свою как будто территорию, имеется в виду, ну, в первую очередь свой собственный дзен. Имей пространство для маневра. Не торопись, когда ты кому-то хочешь сказать «да» или «нет». Тут тебе явно нужно что-то просчитать. Иначе вердикт, ну или «да» или «нет» резко сказали, а потом это как-то обернется против вас.
Но здесь единственное, что мы, может быть, неучастие и молчание храним. Может быть, вот что-то подобное. Мы, опять же, это не можем уже изменить. Но куда приложить силу? Мы с первой карты об этом говорили. Видимо, для вас имеет принципиально важное значение. Вот, вот это да, вот это расклад. Так а что это такое? Ага. Тут видите, тут как хочется что-то сделать по-своему, но есть определенная зависимость. Ну, иногда и не очень хорошие привычки проходят по этой карте. Может быть, это, знаете, когда мы даже из лучших побуждений куда-то шли, и вот пришли, понимаем, что нет. Так не надо было поступать, или не надо было соглашаться, или так действовать. Ну, у каждого по-своему. Это мы в какой-то зависимой ситуации. Может быть, в целом какая-то зависимая ситуация, и вы ее пытаетесь решить. Но почему-то это еще связано с личной жизнью. Ну, если мы про привычки какие-то, да, и ведь разные привычки. Бывают те, которые вредные, так, в общем, скажем, обтекаемо. А иногда это, знаете, мы работаем до седьмого пота и света белого не видим. Такое тоже бывает. Уставшие люди делают ошибки. Но вы сейчас в хорошей физической форме. Вот поэтому вам ее важно сохранять. Это то, что нам дает на материальном плане 15-й аркан. Но замечтаться нельзя. Ваша задача вот из этой клетки как будто бы выйти. Ладно, а что там по финансам? Давайте спросим. Хотя нам тут отчасти показывали. Туз жезлов. Ну, тут вы решите какой-то финансовый вопрос. Очень интересно, кстати, прорисована эта карта, потому что всегда ведь туз жезлов как будто делит нашу жизнь на период до и после. Вот все, что было до, мы уже знаем. Нам знакомо. Уже как вот этот треугольник, это уже то, чего мы достигли. А впереди неизвестность. И хамелеон, и еще какой-то вулкан. Нам идти вперед придется, но как действовать, мы еще пока не знаем. Как слово наше отзовется, да, тоже мы этого не знаем. Поэтому, может быть, для вас, мои дорогие близнецы, нужно действовать, ну, как-то очень искусно, умело. Карта нам говорит, что все твои проекты или твой успех будет зависеть отчасти от той стадии, где ты находишься сейчас. Будь готов, что тут разные могут и люди быть, и ситуации, и ты не будешь ни на людей влиять, ни на обстоятельства, но это вот у вас на деньги. И значит, как может быть какая-то финансовая новая стратегия и тактика. Что это такое? Вот на ближайшие дни. Что же у вас за карты? Уход как будто. Вообще, по восьмерке кубков мы ищем выход из финансовой ситуации, из финансового положения, и мы его находим. Но человек, обратите внимание, идет вообще налегке, да, как будто, ну, так образ нам обнаженный показывает, только образ. Это всегда некоторую уязвимость мы чувствуем. Кто-то работу меняет из вас, может быть, да, вот у вас какая-то прежняя стратегия, тактика явно заканчивается. Вам нужно, мои дорогие близнецы, ну, скажу шуткой, менять походку, правда. Что-то нужно переделывать, себя реорганизовывать, именно себя. Либо люди не те, либо обстановка какая-то, но мы ведь ни на то, ни на другое не влияем. Но отношение наше к чему-либо или к кому-либо тут явно нужно пересмотреть. Потому что будущее, вот оно уже на пороге. Но как дальше действовать, вы и сами не точно знаете, нет какой-то уверенности. Примите тот факт, что то, что должно было завершиться, вот оно завершается. Или, может быть, по части вашего дохода, может быть, вы как раз пытаетесь отстроить, ведь это карта трансформации, новый источник дохода. Или вы пытаетесь какой-то вопрос по финансам тоже решить. У вас сейчас добрая энергия, кстати, для вас. Но то, что может быть сложновато, потому что какая-то многозадачность. А еще и молния — это неожиданные новости. Но пусть это не для всех, но, видимо, кому-то нужно услышать и принять во внимание. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Правда, буду благодарна за ваши комментарии. Я всегда с удовольствием читаю.
Пусть я не всегда отвечаю, просто времени нет, надеюсь на понимание. Но вот наш сегодняшний расклад, он не совсем какой-то простой. И вообще, даже не предполагала, что что-то подобное выпадет. Поэтому жду ваших комментариев, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.